экскурсия говно. Таракан. Люди живут тут прям возле железной дороги. Это новый видос! Ребята, я так рад вам показать наконец-то Таиланд. Столица контрастов Бангкок. Погнали! Вообще, долгое время мои познания о Таиланде ограничивались двумя вещами. Вот этим. И этим. И я, конечно, знатно прибалдел, когда увидел офигенный современный мегаполис с надземными ветками поездов и небоскребами самых разных размеров и видов. Видно, что страна и город не стоят на месте. Вот так выглядит остановка в Бангкоке. Есть электронное табло. Также можно зарядить свой телефон. Вообще, когда обычно говорят про передвижение по Таиланду, частенько упоминают тук-туки. Это вот такая трехколесная светящаяся телега с обнаглевшими водилами, которая ревет как Жигули. В среднем прокатиться на тук-туке стоит 200 бат. Для примера, поездка вот на этом красавце стоит всего 8 бат. Это билетик. Придется точно так же стоять в пробках, но зато тут есть телек, по которому можно изучить стиль пьяного мастера. Но там, где будет стоять автобус, легко проедет мототакси. Его можно вызвать так же легко, как Uber или Яндекс с помощью приложения. Стоит это всего 100 бат, и он за эти деньги тебя отвезет куда угодно и когда угодно. Даже 1 января в ночь в самый разгар празднования. В общем, из всех трех способов передвижения, мне кажется, двигаться на мопеде самый лучший способ. Главное не быть за рулем, если ты не привыкший к управлению, потому что движение просто бешеное, постоянное лавирование между тачками, езда по встречке. Я не знаю, как они вообще это делают все, но они рождаются с байками. Кстати, вот это я снимал по пути в гостиницу, поэтому, когда едем, устрою вам рум-тур. Так выглядит мой отель. У нас есть большая кровать, кондиционер, зеркало, раковина, своя душевая комната. Вот у них такие интересные обогреватели. У них нет горячей воды, то есть, как видите, одна труба с холодной. И вода проходит через этот нагреватель, и уже отсюда выходит теплая. По идее, но она слегка такая тепленькая только. Унитаз, тайское биде для твоей задницы. Вот, но также у меня еще есть замечательный вид из окна. Вид на любителя, но мне нравится. Что меня действительно немного поразило после приезда из Японии, то, что здесь нет раздельного мусора. То есть я как бы всю жизнь прожил без разделения мусора, но вот за 9 месяцев так ко всему этому привык, что сейчас, видя одну урну, немножко странно внутри чувствуется. Также я не знаю, куда мусор они выкидывают. Я вижу, что мусор лежит везде на улицах, но я редко могу найти урну. И поэтому у меня уже полный рюкзак пустых бутылок из-под жидкости, которую я выпил, потому что здесь плюс 30. Вот. Будем искать. А искать мы их будем, гуляя по китайскому кварталу. Место, конечно, имеет совершенно другую атмосферу, отличную от центра города. Возможно, так и выглядит Китай, и ребята решили создать домашний уют себе. Я не знаю, я в Китае не был. Кто там бывал, напишите в комментариях, похоже ли это на то, что вы там видели. Ну и, конечно, как Чайнатаун может обойтись без китайского рынка. В этом месте можно достать абсолютно все, что угодно, и по очень выгодному ценнику, даже без торга. Вот, например, штаны висят за 200 рублей. Но торговаться надо. Это не только поможет сэкономить деньги, но также подарит прилив эндорфина от маленькой победы. Ну и, конечно, как без мотоцикла посреди людской очереди. Вот, кстати, там еще были и вот такие деликатесы. Тараканы, личинки разных размеров и разных вкусов. Сейчас я попробую первый раз-то при вас. Вот такой бэтбой. Кузнечик. Или кто любит таракан. Это странно, но это вкусно. Оно как будто в соевом соусе. Его ножка сейчас мне горло щекочет. На вкус как чипсы. Это чипсы из насекомых.
Не, ну это прикольно. О, как семечки. Вот это вот. Кто это был? Короче, личинка вот эта похожа на семечки. Хлюпает у меня во рту. Заедая все это великолепие нормальной едой, хочу сказать, что если у вас есть дух авантюризма, пробуйте. Ничего страшного нет, увидите, не умер живой. Но сам я пробовать больше никогда это не буду. Давайте с вами перенесемся в другое классное место. Называется оно Golden Mount. Это буддийский храм, находящийся на возвышенности. Лестница к храму насчитывает 344 ступени, и идти предстоит, наблюдая вот такие красивые сады вокруг. А также повсюду стоят динамики, которые начитывают, видимо, умные слова Будды или что-то еще, не знаю. Ой, красота какая! Люблю, когда все вокруг грохочет, громыхочет, особенно когда это твоими усилиями собственными сделано. И этот грохот, ребята, слышно еще задолго до того, как ты подходишь к храму. Ну и зацените вид, какой открывается. Это почти самый верх. А внутри находятся десятки или даже сотни вот таких вот всяких разноцветных Будд, сидячих, лежачих. И люди подносят им всякие дары. И можно даже подняться выше на крышу. И там еще больше разных пьедесталов. На момент съемки я не понимал, что за оранжевые штуки вот все ребята эти и преподносят. Да я и сейчас не знаю, но мне кажется, что это буддийская роба монашеская. Вот, и потом она передается куда-нибудь в другие храмы. И вот и бабки тоже весят, сушат. Отмывают и сушат. Вот те и Золотая гора. А сейчас мы загружаемся на паром и едем в другое клевое местечко. Вон тот шпиль в отдалении называется храм Ват Арун. Или по-тайски просто... Коротко говоря, храм рассвета. Странная херня, но найти дату основания буддийских храмов очень тяжело. Все, что я смог прочитать, это то, что этот храм уже в 17 веке был. Тот самый случай, когда твоя нация прославилась настолько, что заслужила табличку на твоем языке о том, что не надо творить херни. В общем, подобные места в Таиланде, так же как и дворцы в Японии или в Корее, привлекают местных ребят, наряженных в традиционные костюмы, чтобы устраивать фотосессии. Страны и культуры могут меняться, но желание выложить классные фотки в инсту остаются. К слову, вот несколько фоток, которые я там сделал. Хоть он и храм рассвета, но даже вечером он выглядит впечатляюще. Особенно вот с этой подсветкой, так вообще красота. Мы помашем ему ручкой и поедем дальше. Тусавата. А сейчас мы находимся в месте, которое не спит 24/7. Это улица Каосан. Буквально каждый сантиметр этой улицы напичкан либо барами, либо людьми, которые хотят в эти бары зайти. И в основном эти люди туристы или же тайцы, которые хотят к европейской культуре прикоснуться. Здесь можно найти бар на любой вкус. Тихий, спокойный или же необузданный, громкий. Но с утра то же самое место превращается в обычную торговую улицу. Здесь можно прикупить себе прикольную тайскую одежду, дороже, чем в китайском рынке, но и качество получше, и поинтересней фасоны. А можно навернуть классной тайской традиционной еды, например, вот лапша пад-тай, или же том-ям, острый суп с креветками. Или же, мой личный фаворит, том-кха. Суп на кокосовом молоке. Про него немногие слышали, но обязательно попробуйте. В общем, если вы хотите выпить, повеселиться, потанцевать, то это идеальное место для таких вещей.
А мы отправляемся дальше, и сейчас едем за город, чтобы увидеть плавучий рынок. И если читать отзывы об этих местах в Google картах, например, то в основном говорят, что это разводняк и нет уже той старой традиционной атмосферы. Пойдем выясним, так это или нет. Ну вот, собственно, мы и на рынке. Он пока не особо плавучий. Но зато на входе есть классный буддийский храм, как же без него? Они, мне кажется, на каждом шагу напичканы, но я не жалуюсь. Мне всегда интересно по таким местам погулять, поизучать. Может, кто знает, вот эти статуи это все один человек или разные? И вот все статуи вокруг золотые, а одна из них вот такая черная с золотыми чешуйками. Я сначала думал, что это дизайн такой. А потом оказалось, что каждая вот эта вот отдельная золотая чешуйка, ее наклеивает человек, прежде чем произнести молитву. Вот, как этот дядька. Но мы немного отвлеклись от темы, чё по рынку. Как оказалось, чтобы попасть на рынок, надо взять экскурсию на лодке. Экскурсия стоит 500 бат. Вот он я, пытаюсь изображать счастливый вид после того, как с меня содрали 1000 рублей. Ну раз уж сел в лодку, то поехали. Экскурсия говно. Я специально поехал на небольшой рынок, не самый популярный, чтобы прочувствовать вот эту атмосферу реального Таиланда без туристов. А по сути, это такой же разводняк, как и в других рынках. Самого рынка по сути нет. Есть только возможность сесть на лодку и за дофига денег прокатиться по вонючим каналам. Увидеть пару крокодилов. И все. Вот. И нас высадили на первой остановке возле какой-то фермы орхидей. И предложили там гулять 40 минут, что-то делать. Я погулял минут 15 и думал, да пошли вы в жопу. Че я буду там сидеть, ждать, пока этот лодочник там развернется или еще кого-нибудь привезет. В общем, ушел я оттуда и был таков. Их ошибкой было то, что они сразу с меня денег не взяли. Поймите меня правильно, я готов платить за хорошую услугу, но это разводняк. И какова была моя удача, что я прогуливался по пути с этой фермы, проклиная все на свете, и наткнулся на придорожное кафе, в котором был свой дрифт-трек. Я раньше видел такие штуки, но никогда сам не пробовал, и поэтому мне было очень интересно. Tokyo Drift'te mi yok? Adamın kolu kırık, alçıda bende de yok ya. Deja vu, I just been in this place before. Higher on the street and I know it's my time to go. Calling you and the searches of mystery. Standing on my feet, it's so hard when I try to be me. Whoa. Вот реально никогда не знаешь, где ты на что наткнешься. В этом и вся соль самостоятельных путешествий, без путевок, без маршрутов. Создавать свое уникальное путешествие, а не идти по заезженной дороге. Иначе как ты еще узнаешь, что практически в центре города люди живут не только в небоскребах, но еще вот так вот, в палатках на земле. Даже несмотря на то, что они живут в подобных условиях, вот там бары, прямо возле железной дороги, возле путей, дома стоят, вот люди живут. Тем не менее, люди остаются здесь такими же яркими и добродушными, как в других частях Бангкока. У них даже здесь есть свои прачечные и питьевая вода. Ну и последнее на сегодня, что хочу показать, это то, как Бангкок встречал Новый год. Да, тот самый Новый год, который зимой в декабре. Это именно то время, когда я посещал этот город. И я чутка затянул с выпуском этого видео, согласен, но главное, что я все-таки его выпустил.
Сейчас мы находимся на главной площади города. Здесь ее называют азиатским Таймс-сквером. Десятки различных фотозон, акции, аниматоры. Все работает на то, чтобы люди развлекались и отдыхали. В общем, позади меня ребята раздают энергетики просто всем проходящим людям вокруг. Не то ли рекламная акция, то ли чего, чтобы народ не уставал встречать Новый год, не уставал его праздновать. Круто! А чтобы люди не забывали кушать, для них открыты ночные фудкорты. Вы только гляньте на эту красоту, но ведь нереально прийти сюда и ничего не купить. Вот, и я не удержался, затарился, чтобы встретить Новый год с полным пузом. Кстати, вот этот концерт, который транслируется, сцена прям за моей спиной. Просто там слишком много народу, и я решил туда не ходить. Хотя после этого момента подумал, что зря, может быть, и стоило. И оказывается, у тайцев есть свой кей-поп. Вот этого я точно не ожидал. После нескольких часов выступлений разных местных звезд, наконец-то пришло время финального отсчета. И вот сейчас вы наблюдаете первые минуты 23-го года в Таиланде. Народу просто море. Я не помню, чтобы я столько видел людей в одном месте, даже в Токио. И пусть в Таиланде не было настоящего снега, но зато мишура хрустела под ногами точно так же. И когда мне говорят, что какой может быть Новый год без зимы, без холодка, без снега, ребята, вот такой веселый, классный, зрелищный Новый год. А еще во время праздника людям раздавали пепси. И причем его было так много, что в итоге люди забирали его целыми упаковками. Никаких талончиков, ничего не требуется, подходи, бери. Люблю халяву. А вот этот зеленый автобус — это общественный туалет. Их было по 4 штуки с каждой стороны улицы, так что можно было не переживать за свой мочевой пузырь. И, кстати, вся та мишура намусоренная, которая, я думал, так и останется, была убрана в течение часа городскими службами. Они начали это делать чуть ли не с самого окончания фейерверка. Вот, я специально заснял на камеру время на тот момент. 12:58, еще часу не прошло, а улицы уже чистые. Ну вот на этой новогодней праздничной нотке я бы хотел закончить свое видео. Бангкок, конечно, не идеальный город, не все так чисто и аккуратно, как в центре города. Есть свои трущобы, свои проблемы. Бездомные люди там и тут спят на тротуарах. Но хорошего и интересного в этом городе намного больше. И день ото дня он будет становиться еще лучше. А это я передаю вам привет со своего следующего видео. Я на неделю перевоплощусь в тайского фермера и на своей шкуре попробую, что это. Так что подписывайся, чтобы не пропустить следующее видео, ставь лайки, комментарии, все дела. Береги себя, кушай хорошо. Покедова.